Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 25 февраля, вторник. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. В ночь на 25 февраля пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что рядом с иорданской границей в районе Мертвого моря были замечены подозрительные следы. Силы безопасности проводили до сегодняшнего утра тщательное прочесывание территории, чтобы исключить угрозу проникновения неизвестных боевиков на территорию еврейского государства. Ну и после подозрений в проникновении в район Мертвого моря силы ЦАЛЯ сообщают, что арестовали 2 подозреваемых недалеко от границы, которые пересекли границу Израиля с Иорданией. Подозреваемые были переданы силам безопасности для дальнейшего расследования. Потерь среди наших сил не было. Новости на Радио Мария. Неспокойно было и на юге страны. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по пусковой площадке на юге сектора Газа. Именно оттуда за последние 24 часа была выпущена ракета. Добавлю, что ракета не достигла цели и упала в секторе Газа. По словам наших военных, также был атакован еще один ракетный полигон в районе запуска. Хамас прокомментировали, что ракету запустили случайно. Добавлю, что это уже вторая попытка ракетного залпа по израильской территории из Газы с 19 января, когда было заключено соглашение о прекращении огня. Сам факт нахождения пусковых ракетных установок на территории сектора Газа – это нарушение соглашения о прекращении огня. Палестинские источники утверждают, что из Рафеха был выпущен реактивный снаряд, который был собран из обломков израильских ракет. Ну и в эти минуты готовится соглашение, в рамках которого Хамас может передать Египту павших 2 заложников. Ну а Израиль освободит 301 заключенного из 602 заключенных, которых планировалось освободить в прошлую субботу. После этого же будут переданы еще 2 павших заложников, ну а Израиль выпустит вторую половину заключенных. Передача через Египет, скорее всего, будет означать, что церемония, которую Хамас устраивали во время освобождения Шири Биба с ее сыновей, а также Одеда Лившица в прошлый четверг, не повторится. Израиль настаивает, что не освободит заключенных, пока не убедится, что освобожденные заложники – это действительно те, кого они ожидают получить. Канцелярии премьер-министра пока не прокомментировали эту информацию. Новости на Радио Мария. В это же время Белый дом заявляет, что решение Израиля отложить освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем стало адекватным ответом на вынос гробов израильских заложников. В своем заявлении представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз говорит, что, цитирую, «учитывая варварское обращение Хамас с заложниками, включая отвратительный парад гробов, решение Израиля отложить освобождение заключенных является адекватным ответом. Президент США Трамп готов поддержать Израиль в любом варианте действий, который он выберет в отношении Хамас», заявил Хьюз. Высокопоставленный член Политбюро Хамас Муса Абу Марзук заявил, что не поддержал бы вторжение на юг Израиля 7 октября 2023 года, если бы знал, какими будут последствия для сектора Газа. Цитирую: «Если бы можно было ожидать, что произойдет и что произошло, 7 октября бы не было», сказал он в интервью The New York Times. Марзук говорит, что выживание Хамас было своего рода победой, но в конечном итоге Хамас не может утверждать, что победил Израиль. «Мы говорим о партии, которая потеряла контроль над собой и мстила всем. Это не победа ни при каких обстоятельствах». Он также сообщил, что Хамас готов рассмотреть предложение по разоружению. «Мы готовы говорить по любому вопросу. Любой вопрос, который выносится на стол, мы должны обсудить». Конец цитаты.
Но в своем заявлении Хамас утверждает, что комментарии, которые приписывает Нью-Йорк Таймс чиновнику Политбюро Мусебу Марзуку, в которых он сказал, что не поддержал бы атаки 7 октября 2023 года, если бы знал, какие последствия они окажут на сектор Газа, вырваны из контекста. Интервью проводилось несколько дней назад, и опубликованные заявления не отражают полного содержания ответов, утверждает группировка. Главные новости Израиля. Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало то, как Израиль вчера проголосовал на Генеральной ассамблее ООН по проектам резолюций, предложенных Киевом и Вашингтоном. Цитирую: «Израиль считает важным поддержать усилия США, направленные на достижение прогресса в попытках положить конец войне и урегулировать конфликт». Конец цитаты. Напомню, что в понедельник, 24 февраля, на Генеральной ассамблее ООН состоялось голосование по 2 проектам резолюций по Украине. Один проект был предложен Киевом и странами Евросоюза, другой же США. Израиль поддержал резолюцию США и проголосовал против проекта, предложенного Киевом. Документы отличаются тем, что в подготовленной США резолюции содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и РФ, тогда как в украинском проекте резолюции подтверждается приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. И нету призыва о прекращении войны и установлению прочного мира между Украиной и РФ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил судьям в суде, что Израиль находится в середине, цитирую, «исторического поворотного момента, который влияет на само существование страны», комментируя свою просьбу сократить количество слушаний по его уголовному делу с 3 в неделю до 2. «Мы находимся на историческом поворотном моменте. Мы обсуждаем вопросы, которые являются самой основой нашего существования», говорит премьер-министр судьям. «Произошло изменение обстоятельств, которые имеют последствия для нашего существования, для будущего нашей страны». Конец цитаты. Всего в отношении Нетаньяху есть 3 дела: дело 1000, дело 2000 и дело 4000. Обвинение по делу 1000 полагает, что Нетаньяху получал подарки, в том числе сигары и шампанское от бизнесменов в обмен на различные услуги. В деле 2000 и деле 4000 речь идет о том, что премьер-министр якобы помогал определенным медиа в обмен на более благоприятное освещение их деятельности. Эти обвинения Нетаньяху отрицает. Нетаньяху настаивает на том, что он принимал подарки только от друзей и никогда не брал взятки. Юридический советник правительства Гали Барав-Миара распорядилась провести расследование в отношении супруги премьер-министра Сары Нетаньяху. Сару подозревают в преследовании свидетелей и препятствовании правосудию в рамках расследования коррупционных дел в отношении ее мужа. Решение основывается на расследовании израильских журналистов, в котором утверждается, что Сара Нетаньяху организовала кампанию в социальных сетях, которая была направлена против предполагаемых врагов Биньямина Нетаньяху. Недоброжелатели премьер-министра уверены, что в деле о шампанском и сигарах виновна Сара Нетаньяху, поскольку из-за своей любви к шампанскому она заставляла мужа совершать коррупционные деяния и брать в качестве подарков шампанское, которое якобы сама Сара распивала каждый вечер перед телевизором. Нетаньяху же якобы в ужасе от пьянства жены курил подаренные сигары и брал все новые и новые подарки. Именно такую грязь каждый день распространяют ненавистники премьер-министра Израиля. Новости на радио Нария. По данным общественной телерадиокомпании Израиля Кан-11, Израиль начал работу над пилотной программой, которая позволит сирийским друзам работать в израильских городах на голландских высотах. На начальном этапе десятки сирийских друзов будут работать в строительстве и сельском хозяйстве в друзских городах на голландских высотах. Израильские лидеры публично предупредили правительство Сирии не причинять вреда друзам на юго-западе Сирии и регулярно говорят с иностранными лидерами о важности их защиты, а также защиты сирийских курдов. Израиль отказал во въезде Риме Хасан,
члену Европейского парламента, которая прибыла в Израиль в составе делегации Европейской комиссии и которая должна была встретиться с представителями палестинской администрации. Хасан родилась в Сирии в семье палестинцев. Ранее жена выразила поддержку Хамас и была вызвана во французскую полицию за свои комментарии, якобы восхваляющие нападение на Израиль. В заявлении министра внутренних дел Израиля Моше Арбеля, которое было опубликовано незадолго до ее приземления в аэропорту имени Бен-Гуриона, Хасан обвиняется в работе по продвижению бойкота Израиля. Арбель добавляет, что решение было принято совместно с Министерством по делам диаспоры. Хасан будет возвращена в Брюссель, говорит Моше Арбель. Если же вы заметили в социальных сетях подстрекательство против еврейского государства, сообщите в нашу редакцию. Наш имейл efir@radionaria.com. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Израильский бизнес-форум, представляющий большинство работников частного сектора Израиля из 200 крупнейших компаний страны, сообщил, что завтра, в среду, сотрудникам будет разрешено взять дополнительные часы и работать дольше, чем обычно. Все это для того, чтобы принять участие в похоронной процессии по невыжившим в плену Шири, Кфиру и Ариэлю Бибасам и выразить им свою поддержку. Сообщения о том, что уже несколько месяцев аптеки в Израиле сталкиваются с проблемами в поставках лекарств, являются ложными. Такие материалы печатают русскоязычные издания Израиля, комментируя, что, мол, даже инсулина в аптеке не осталось. Цель этого вранья – показать русскоговорящей аудитории, проживающей в Израиле, что виноват премьер-министр Нетаньягу. Он довел страну до кризиса даже с лекарствами. Потому нужно подумать, кого избрать на следующих выборах. Не ведитесь на провокации. Проверяйте всю информацию в ивритоязычных источниках. Новости на радио Нария. Полиция Израиля арестовала стендап-артиста, который шутил об израильских заложниках. Мужчину зовут Нидаль Бадарне. Сейчас его выступления, которые должны были пройти в Хайфе на Царите, отменили. Бадарне – израильский араб. Его адвокат говорит, цитирую, о неправомерных подозрениях в адрес артиста. Активисты же, которые и написали жалобу на комика, утверждают, что арест является результатом жалобы. Цитирую: «Нидаль Бадарне не артист, а подстрекатель и пропагандист, который пропагандирует террор». Это была цитата. Сообщается, что Бадарне опубликовал в своем ТикТоке несколько коротких видео. В частности, в одном из видео он говорит о спортивных костюмах, которые выдал Хамас наблюдательницам Цаля для своей церемонии освобождения. По словам Бадарне, девушки получили в момент освобождения и сертификаты об окончании курса пилатеса. О тайских заложников артист сказал, что, не цитирую, «сами забрались в фургон Хамаса, решив, что тот приехал забрать их на работу». Конец цитаты. В это же время депутат Кнессета Ахмед Тиби комментирует, что арабский стендапер арестован, цитирую, «за черный юмор», в то время как еврейские певцы и актеры со сцены призывают лишать жизни всех арабов. Тиби также отметил, что полиция Израиля занимается комиком и его концертами, как будто ей нечем больше заняться, будто бы она полностью победила преступность. Это была цитата. Главные новости Израиля. Внимание наших слушателей! Появился фейковый канал новостей Израиля. Канал постоянно распространяет ложь, всех хоронит, вводит войска в разные страны и многое другое. Канал озвучивается мужским голосом-роботом, голосом, на который у канала нету авторских прав. Фейковый канал, кроме этого, использует обложки видео, которые идентичны обложкам нашего канала. Обратите внимание, на оригинальном YouTube-канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Также наш канал называется Радио Нария. На нашем резервном канале также указана информация, что это Радио Нария. Не смотрите фейки и ложь. Все оперативные новости Израиля в нашем телеграм-канале Радио Нария. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы смотрите нас по телевизору, своим телефоном отсканируйте QR-код на ваших экранах. Новости на Радио Нария.
Для поддержки Радио Нария уже сейчас подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». 80% наших зрителей смотрят YouTube-канал Радио Нария без подписки. Также, если вам видео понравилось, под видео нажмите на палец вверх. Если не понравилось, нажмите на палец вниз. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже в среду, 26 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.